Привет всем, друзья! Сегодня речь пойдет про очень редкий и малоизвестный широкоуниверсальный станок, который появился в 1970 году в городе Аделаиде, что на юге австралийского континента. Станок Унимаг, прошу не путать с Унимат, изначально задумывался как некая универсальная машина, предназначенная тем домашним мастерам, которые занимаются изготовлением различных инструментов, и собственно для облегчения их труда. Однако после выхода станка на рынок, многие организации, оценив его широкий потенциал, начали скупать их целыми партиями. Так станки появляются в австралийские школьные мастерские, профессиональные училища, вооруженные силы, у производителей инструментов, а также в научно-исследовательские институты. Затрагивая возможности станка, стоит обратить внимание на то, что станок, кроме токарно-винторезных работ, мог выполнять также горизонтально и вертикально фрезерные работы, мог с легкостью заменить сверлильный станок, плоскошлифовальный, долбежный и так далее. Благодаря тому, что станок имел возможности конструктора, пользователь, наделенный хоть небольшой изобретательностью, мог с легкостью адаптировать его под другие функции. Несмотря на все вышесказанное, при первом осмотре станка не складывается впечатление чего-то сложного и громоздкого, как в прошлых универсалах. Станок довольно простой по своей конструкции. Станина без привычных нам направляющих, а вместо них есть две продольные канавки для фиксации элементов станка, таких как кронштейн передней бабки с колонной, суппорт и собственно кронштейн задней бабки. Как вы уже поняли, колонны выполняют свои конструктивные задачи, одна из которых это увеличение высоты центров, что колеблется в пределах от 65 мм до 560 мм. Суппорт станка также имел свои конструктивные особенности. Привычной нам продольной подачи как такового не было, а ее функцию выполняла малая продольная. Для фиксации резцедержателя или дополнительной оснастки стол был оснащен перпендикулярно расположенными Т-пазами. Если посмотреть внимательно под стол, то можно заметить, что данная конструкция является не только продольной и поперечной подачей, но и делительным устройством. И для управления им есть маленький маховик с лимбом. Говоря о передней бабке, стоит заметить, что довольно продуманно конструктор решил крепить ее с двух сторон. С задней стороны консолью к мощной колонне, а спереди кронштейном к станине. Передняя консоль имеет два фиксирующих болта и две прорези для гибкой регулировки высоты центра. Шпиндель имел диаметр в 20 мм и был оснащен конусом Морзе 3. Вращался на конических роликовых подшипниках. На заднем конце шпинделя находился двухступенчатый V-образный шкив, что давал возможность регулировки оборотов от 1 до 600 в минуту, а при замене ремня от 13 до 3200 оборотов в минуту. Для гибкой регулировки станок оснащался специальной крутилкой. Задняя бабка также имела не совсем стандартную конструкцию. Крепилась не непосредственно к станине, а к колонне посредством специального кронштейна. Вдоль кронштейна был профрезерован Т-паз, выполняющий роль направляющей для продвижения бабки к заготовке. Остальные управляющие элементы так же, как у большинства станков. Для управления высотой подъема бабок колонны оснащались винтами с маховиками на конце. А в случае с передней колонной маховик выполнял роль вертикальной подачи при сверлении и фрезеровании. Это объясняет такую большую высоту и массивность по сравнению с задней колонной. Точность подъема бабок контролируется линейками на одной из сторон колонн, а также лимбами. Ну а у меня на этом все. Жду ваши комментарии по этому станку. Всем пока!